Мисата Кацураги. Что вам приходит в голову в первую очередь? Она самая адекватная из всех шизов бессюжетного меха-гаремника. Ля какая жопа. Вот это деду нравится. Мемы. Мисата. А я пиво. Небезосновательно у большинства обывателей складывается такое впечатление. Молодая девушка, любящая после тяжелых рабочих будней выпить пивка, неряшлива и ленива в домашней обстановке, но в ответственный момент держит себя в форме и способна в 99% случаев дать звезделей пришельцам посредством командования малолетними дебилами. Но человек, что внимательный или хотя бы более 2 раз смотревший оригинальную Еву, найдет определенные закономерности ее, казалось бы, несовместимы друг с другом черт личности. Высокий профессионализм штаб-квартиры Нерв исходит из произошедшей на ее глазах катастрофы и пережитых эмоций после нее. Неряшливое поведение дома и страсть к выпивке говорят о несознательном стремлении заглушить вышеперечисленные события злосчастного второго удара. Неудачные любовные отношения с Кадзи и опека Синдзи являются следствием противоречивого отношения к умершему отцу Мисата, что уделял больше времени науке, чем семье, но в нужный момент спасший ее и отдавший в прямом и переносном смысле волю к жизни. Ну а шарящие в психоанализе еще добавят, что у девушки сложился Эдипов комплекс. Разве не душевный покой ты искала в постели Кадзи? Нет. Ты хотела найти душевный покой и теплоту у Кадзи? Нет. В объятиях Кадзи ты хотела найти своего отца, не так ли? Неправда. Правда. В Кадзи я видела воплощение своего отца. И поэтому сбежала от него. В итоге выходит, что Кацураги ничем не лучше. Да и не хуже основного каста сериала. Персонаж со своим сломанным мировосприятием, старающийся как-то держать себя в узде. Но это самое восприятие дает о себе знать через те совершенные ошибки, которые будут происходить по линии сюжета всего Евангелиона. Я могу и дальше расписывать и анализировать персонажа оригинальной Евы, но я банально не хочу повторяться за другими авторами. Во-первых, для общей базы с головой хватит роликов Серпенса, а если вам нужно подробное изучение, то есть целый плейлист роликов от одного автора. Правда, понадобится знание английского языка. Во-вторых, озвученный анализ для первых 2 ребилдов с оговорками валиден и для Кацураги из Neon Genesis, а вот с ребилдовой итерацией как-то скудновато. Поэтому постараемся устранить сию оплошность и дать ютубу побольше разборов этой замечательной пиводевки. Давайте сразу определимся. Оригинальная Мисата лучше ребилдовой банально по причине выделяемого на нее время. Если разбивать ее аспекты личности наподобие компьютера магии, то мы получаем следующее. Мисата женщина, Мисата мать и Мисата командир. Эти личности взаимосвязаны и влияют на ее дальнейшую жизнь, периодически перевешивая остальные, и не самым лучшим образом отражающиеся в поступках девушки. Самый яркий случай — это 23-я серия, где Мисата желала помочь справиться с горем Сина. Весьма неэтичным способом. За место обычного разговора по душам для успокоения, который обычно ожидаешь от людей с нормальной психикой, получаешь большую ироничную бомбу. Не волнуйся, я вовсе не собираюсь заигрывать с ним. Конечно нет. Думай, что говоришь. Как не стыдно. Вечно она не понимает шуток. Советую ознакомиться с этим термином. Стоит учитывать, что сами события ближе к концу сериала проверяли на прочность персонажей, где и вылезали неочевидные с первого взгляда ментальные болячки. Та же потеря Кадзи, на которого проецировало сломанное восприятие мужчин, нехило выбила из-под ног Кацураги фундамент поддержки. Такую сцену вы вряд ли увидите не только по этическим соображениям, а по той причине, что засечь 4 фильма так комплексно и, что самое главное, правдоподобно показать и раскрыть других персонажей, что взаимодействует с Синдзи, чисто физически не получилось ввиду ограничений хронометража. Даже некоторые из них подверглись даунгрейду. Та же Рицука теперь является по большей части голосом разума для Кацураги, без всего того бэкграунда из оригинала. Хотя будто бы подобных фигур не было в сериале. Да, лорд Арбузов? Но к нему доберемся чуть попозже. Мисата в этом плане досталась не так сильно. Стержень персонажа остался практически тем же. Тема с аспектом личности женщины остались лишь небольшие промежутки. Как и завязанный на этом фан-сервис. Дальше демонстрации жоп с ляжками не обыгрывается в дальнейшем. А теперь перейдем непосредственно к разбору.
Если рассматривать в общих чертах, Мисато поначалу производит впечатление привлекательной девушки, которая не сильно вписывается в рабочую среду организации по уничтожению неведомой ёбаной фигни. Однако привлекательность отходит на второй план, показывая персонажа как весьма неординарного командира подготовки к операции с одной стороны и не самого лучшего опекуна и лентяйку дома с другой. И если последнее можно объяснить тем, что на работе она выкладывается по полной, то насчет опекунства тут стоит остановиться, ведь фильмы в последующем будут продолжать эту тему раскрывать. С самого начала первого фильма зрителю весьма тонко вбрасывают намек о трудностях в общении у Мисато с будущим пилотом. Она обеспокоена появлением ангела на месте встречи с Синдзи. Последний, в свою очередь, пытается дозвониться до нее, но ввиду чрезвычайной ситуации все гражданские коммуникации обрубаются на корню. Этот смысл работает и на уровне монтажа. Кадр фокусируется на ID мальчика, на фоне слышен гудок. А в следующем кадре видим телефонный автомат с ярко-красным 000, после чего кадр перемещается снова на лицо Синдзи, который не в силах дозвониться до Кацураги. Происходит смена кадра на общий вид с улицы с оборванными линиями позади него. Довершается это все фан-сервисной фоткой для привлечения внимания. В последующих событиях ребилда дела будут обстоять примерно схожим образом. Мисато, стараясь завести разговор об обыденном или о произошедшем, не удается установить общий язык с Синдзи ни во время поездки, ни тогда, когда она приютила его у себя в квартире. Последнее, кстати, явно исходит из того, что девушка испытывает сочувствие к мальчику из-за схожих проблем с отцом, что почти мимолетно было озвучено ею. Усугубились их отношения после боя с Пятым Ангелом, который мог закончиться не в пользу пилота и всего персонала Нерв. Парень через призму своего восприятия к миру видит Кацураги лишь как еще одного отца. Отчего она выходит из себя и чуть не ударяет мелкого Дед Инсайда. Что занятно, сцена ссылается на кадр воспоминаний Икари-младшего, где его бросает отец. Видимо, еще тогда Хидэаки задумал провернуть параллели между этими фигурами. Но как бы сильно не злила девушка на безучастность и даже дерзость пилота, в первую очередь вина лежит на ней, так как в нужный момент не обеспечила моральную поддержку поколоченного Синдзи и пустила ситуацию на самотек. Мол, все наладится само собой. Что примечательно, в сцене с диалогом чуть ли не ведущим символа выступает вода, как бессознательное поведение Сина, так и отражение этой воды. Что еще раз подтверждает схожесть судеб Мисато и мальчика. А еще это прекрасный пример того, как Анна любит отсылаться к самому себе. Мы еще вернемся к отсылочкам и параллелизмам, так как это валидный инструмент по экономному и эффективному раскрытию персонажей. После возвращения из долгой и бессмысленной прогулки, эти двое вновь встречаются, где вместо того, чтобы отчитывать Синдзи за побег, Мисато ведет с ним диалог на равных. Прошлый разговор не помог добиться от мальчика здравой реакции, и, оценив произошедшее через некоторое время, решила выразить свое мнение не как начальник, а как близкий ему человек. Она ясно дала понять, что у него всегда есть выбор, а не только страдать из-за мнимой жертвенности. Эти слова, если посмотреть на происходящее в дальнейшем, дали наконец плоды для сближения с мальчиком в роли матери, о чем напрямую интересуется Кацураги. Во время разговора с Рицуко и обсуждения причин возвращения мальчика вновь продолжаются параллели между ней и Синдзи, когда девушка задумывается о том, почему он решил остаться. Помимо этого, наше внимание концентрирует на металлической подвеске крестики, которая явно связана с отцом. Это, да и момент возвращения к пробудившемуся пилоту на экраноплане, недвусмысленно намекает зрителю на возможные события с ней в прошлом. И это самым прямым образом отражается в том, в чем действительно Мисато является сильной.
составление планов и координация действий большого количества людей по их осуществлению. Когда на кон поставлена вся жизнь на планете Земля, она не только смогла в сверхкороткие сроки реализовать практически маловероятный план, но и замотивировать Синди как нельзя кстати верными словами, говоря с ним без лишних просьб. Будучи непростой ситуацией, каждый рискует точно так же, как и сам пилот Евы, и разделяет общую судьбу при полном провале. Это в конечном итоге ломает парадигму Икари о том, что Мисато – это такой же отец, требующий беспрекословного подчинения. Как оказалось позднее, это доверие отнюдь не пустое, так как в тяжелый для Синди момент Кацураги встала за него и настоял на своем. 彼は逃げずにエヴァーに乗りました。自らの意志で降りない限り彼に託すべきです。自分の子供を信じてください。私も初号機パイロットを信じます。任せる。好きにしたまえ。ありがとうございます。 Сиквел продолжает углублять персонажа и давать ответы на оставшиеся в прошлом ребилде вопросы, несмотря на то, что ей приходится делить экранное время вместе с тремя персонажами – Мари, Аской и Рэй. Мисато на момент второго ребилда, хоть и остается все той же трудягой, работающей допоздна, но стала играть роль опекуна в большей степени, активно участвуя в личной жизни мальчика. Как пример, подбивает Синди встретиться со своим отцом впервые за 3 года. Но не только одного сына Кацураги взял в опеку, даже с нелюдимой Аской ко второй половине она смогла найти общий язык, поскольку она знает, что душевное состояние пилотов – залог успеха последующей операции. И когда казалось, что девушка уже на полпути к преодолению своих болячек из прошлого, в повествование включается Кадзи, раздражающий своим присутствием. И на фоне образа Кацураги как успешного и решительного командира, она начинает выглядеть как смущенная школьница перед красавцем, укравшей ее сердце. Но не для рофлов ради последний контактирует с ней, а чтобы разгрузить ее будничную рутину. Рёдзи оценивает трудолюбие Мисато, однако подмечает, что оно может сыграть с ней злую шутку. В отличие от оригинального сериала, где Мисато признавала Синди о причинах работы нерв, ребилд задействует мистера Арбуза в качестве рассказчика о ее прошлом, почему мотивы Красного моря ее задевают, об ее эссе и о причине, почему она работает именно в этой организации. Не единожды Синди получает просьбу заботиться не только о мире в целом, но и о самых близких, особенно подчеркивая Мисато во второй их встрече. Не один лишь Икари-младший страдает за всех остальных, и он чуть ли не единственный, кто является мостиком, соединяющим ее с нормальной жизнью. Мисато-сан? いや、嫌いじゃないです。桂木を守ってくれ。それは俺にできない。君にしかできないことだ。頼む。 Все складывалось более-менее хорошо. До появления Девятого Ангела, который является точкой невозврата для всех, от персонажей до зрителя. К сожалению, морально раздавленный действием отца мальчик покидает Мисато и город в трудный для многих момент. Подобное задевает девушку, поскольку она, потеряв отца во втором ударе, старалась помочь наладить отношения с еще живым отцом Синди, переложив свои переживания на него.
После внезапной атаки 10-го ангела и возвращения 3-го мальчика к пилотированию, Кацураги в порыве эмоций произносит слова поддержки уже совсем слетевшего с катушек пилоту. Однако действия Синдзи приводят к поворотному для ее жизни моменту – инициирование почти 3-го удара, пробуждающее воспоминания о произошедшем 15 лет назад. 15年前と同じ Спустя 14 лет мир кардинально изменился. Земля, некогда насыщенная различными красками природы, теперь окреплена багровыми красками. Тысячи тысяч неудач бесконечности заполняют города, в которых ранее кипела жизнь, а знакомые лица претерпели изменения не только внешние, но и внутри. Или это так лишь кажется с первого взгляда? Третий фильм с самого начала сбивает с толку зрителя, привыкшего к обычной Еве, совсем незнакомыми образами персонажей и мира в целом. Собственно, как и Мисата, чье красное одеяние больше напоминает мундир, нежели то, что она обычно надевала в первых 2 фильмах. Очки, что закрывает нам возможность следить за ее глазами, а также головной убор, прячущий ее волосы или разум неведения. Что не говорите, а редизайн вышел отличным и намеренно уводит наше внимание при первом ознакомлении с новой Кацураги. Этот неприветливый образ встречает нас после того, когда Синдзи доставляет к мостику для того, чтобы установить персональный ввод детонатора в случае его побега. Но что самое интересное, помимо установки ДСС ошейника, ее попытки избежать прямого разговора с мальчиком. И почему же? Ответ на этот запутанный вопрос требует анализа и глубокого погружения в суть. Вспоминая концовку 2-го фильма, мы стали свидетелем того, что Мисата вновь пережила события 2-го удара посредством почти 3-го, причиной которого косвенно стал Синдзи. Он теперь является ее ошибкой, вовремя не удержав его, а лишь мотивировала продолжать резню над ангелом. Помимо этого, Икари-младший стал ошибкой в условном воспитании, где попытки наладить отношения мальчика с отцом вылились в полный провал. И поскольку все это произошло на глазах у девушки, у нее осталось стойкое чувство вины за произошедшее. Поэтому у пилотов имеются ДСС-ошейники в случае попытки выхода ситуации из-под контроля, а в Синдзи разрешено стрелять при попытке сесть в гребаного робота. Это компенсация за произошедшее 14 лет назад и, возможно, извращенная опека над мальчиком, чтобы тому не понадобилось вновь воевать и стать пешкой в руках Генда. Но в то же время ее тяготит нахождение с ним. Поэтому она старается дистанцироваться от него и не сговорнуть лишнего. Были ли ее действия продиктованы здравым смыслом? Вовсе нет. Эта предосторожность хоть и лежит в плоскости компетенции Мисата, как командира, которая добивается максимума из ситуации, но навеяна страхами и обидой на саму себя. А в ситуации форс-мажора ее образ расчетливого капитана корабля начинает трещать по швам, и особенно когда это связано с Синдзи. В случае с последним такое можно понять, поскольку она все еще эмоционально привязана к нему, даже при попытке перед ним возвести иллюзорный барьер. Помимо ее ошибки, на нее сказывается раскрытая правда о отце и чем он действительно занимался, а также самопожертвование Кадзи и передачей его наследия в руки девушки. Все это вызывает у Мисата бурю противоречивых эмоций и не дает покоя с таким грузом ответственности перед всем миром. К чему все это сказано? И считаю ли я, что все произошедшее с мальчиком Вундери обосновано и верно? Это все нужно для понимания причинно-следственных связей в, казалось бы, совершенно абсурдной ситуации. Иначе говоря, иного развития событий не то что не предусматривалось, а было невозможным. Верно ли поступала Мисата? Абсолютно нет. И вот почему. Обращаясь к тому, что в ребилдах очень любят играть с параллелями между персонажами, то новый образ Кацураги перекликается с Гендо. Оба они преследуют свои цели, пренебрегая личному общению со своими детьми и бросая их на произвол судьбы. И забегая вперед, мы вполне можем оценить, какой исход будет закономерен для Мисата, если она продолжит придерживаться подобного поведения. Предположим, что Синдзи остался на корабле, или его устранили при похищении. Остановит ли это поехавшего шизоида в осуществлении своих планов? Нет, даже в случае неудач у него все еще схвачено. И не было бы у Генда психически нестабильного подростка, то он мог бы найти другой предлог для того, чтобы насытить 13-ю Еву 2 ангелами. К 3-му акту ситуация для Вилли переворачивается с ног на голову и оставляет весь экипаж и Мисата лицезреть 4-й и дополнительный удар без возможности вмешаться. Это полная схожесть положения дел у Генда.
но в The End of Evangelion, когда Рэй 3 перехватила контроль над третьим ударом. И все действительно могло бы пойти по такому сценарию, если бы не один персонаж. И это Кадзи. Да, не удивляйтесь. Он успел за такое короткое время в кадре повлиять на окружающих в лучшую сторону, в том числе и на Синдзи с Мисато. Даже несмотря на свою физическую смерть, его, если так можно выразиться, философия продолжает жить, подобно цветам, что пробиваются через трещины асфальта. Люди с деревень живут и работают, неосознанно разделяя с Рёдзи позитивный взгляд на жизнь. Даже несмотря на творящийся вокруг ад, есть смысл идти дальше и жить на полную. Ко всему этому, я полагаю, что столбы, очищающие землю от заражения для деревень, имеют корни из той организации второго ребилда, где пребывал сам Кадзи. Но нам следует остановиться и как-нибудь потом детально поговорить о нем и не только. Но для любопытствующих я оставлю перевод треда из паблика «Оголтелые Евофаги». Вернемся к хронологии событий и попутно еще и вспомним персонажей из мостика Вундера для сравнения. Третий ребилд работает таким образом, что старается перевернуть с ног на голову привычные нам образы персонажей и ввести в ступор от недопонимания. Кто-то вообще решил, что весь персонал Вилли, вплоть до Мисато, испытывает отвращение к Синдзи за то, что он совершил. Потому что этот рыжий выкидыш Лили также под шарманку с остальными чуть ли не говном кидается в только что очнувшегося Синдзи. Фактически, эти неврот-ебись защитники Земли просто забили, что психологическое состояние Синдзи порой является решающим не только по части его жизни, но и в плоскости всего нахуй живого на Земле. И посему чуть ли не всем кораблем от местного персонала до некогда близких ему людей втаптывают Синдзи в говнище. Хотя достаточно внимательно всмотреться каждому в лицо и прийти к противоположному выводу. Кроме Мидори, но она отдельная мелкая гнида, об этом попозже. Это подтверждается в четвертом ребилде самым прямым образом, во время их непродолжительного диалога в отсутствии капитана и Старпома, где розоволосая гонит на Мальца и Кацураги. Так что о какой ненависти всех людей говорится, если для опровержения достаточно поставить на паузу или внимательнее посмотреть аниме. Ева и ребилды демонстрируют зрителю необходимость подхода к рассмотрению вещи с разных сторон, а не однобоко оценивать показанную сцену. Что до Мисато, ситуация такая же, что и с экипажем. Ее взгляд трудно уловить за затемненными линзами, но периодически уловить выражение глаз можно, и вряд ли они выражают агрессию и ненависть, печаль или обиду? Да, но не то, что могло показаться с первого взгляда. В четвертой части Мисато более подробная, но все еще мало представляется нам как персонаж с тяжелым грузом ответственности перед остатками человечества и своими сыновьями в частности. Она до сих пор не может определиться с чувствами перед Кадзи, который напоминал о худших качествах ее отца. Но все еще относится к Рёдзи с теплотой, периодически навещая отсек Вундера с семенами арбузов. Хоть она и признается, что использует угнанный Рёдзи корабль как оружие возмездия, но в некотором виде исполняет волю почившего мужчины и запускает семена растений в открытый космос. С Синдзи у нее все еще сохраняются амбивалентные чувства. Ее тяготит прошлые ошибки, которые она допустила с мальчиком. Кацураги старается избежать прямого контакта с ним, чтобы вновь не наговорить лишнего. Возможно, по этой причине или из-за боязни повторить свою судьбу, она передала на воспитание Рёдзи-младшего другим людям, когда тот еще был младенцем. Но ей все еще тяжко и одиноко, поскольку даже с Рицуко хоть и сохраняются приятельские взаимоотношения, но далеко не такие, как были раньше. Если необходимо прочувствовать всю тяготу и печаль Кацураги в этом нелегком пути, то с этим отлично справляется композиция, написанная Сиро Сагису и спетая Майклом Выжговски, что не единожды для ребилда писала тексты. Песня повествует об общем душевном состоянии девушки, которая потеряла веру в себя и не знает, куда ей деться. Ей не хочется чувствовать одиночество и печаль. Она не хочет быть забытой и беспомощной в этом неизвестном месте. Из-за страха ли или постоянной занятости она не может напрямую попросить о помощи. Об этом говорил Кадзи и просил Синдзи ее защитить. И об этом же напоминает Кенсуке, теми же словами, что и на той водоочистной станции. 辛いのはお前だけじゃない。美里さんも苦しんでる。 Loneliness isn't the way I wanted to be feeling. Emptiness ebbing away like some forgotten story. Helplessness, what can I do to make you all remember? Sadness is all that I have, and it's no comfort to me. И в момент, когда Вундер более не в силах остановить поехавшего шизоида, на помощь приходит Икари-младший. Но уже не тот тревожный и неуверенный подросток, кем был он в первых трех ребилдах, а ставший на путь взросления и решения своих проблем.
綾波が消えた帰り道、梶さんに教えてもらった土の匂いがしたんだ。美里さんが背負ってるもの、半分引き受けるよ。Понимая, что перед ним стоит уже не тот Синзи, что трижды убегал от нее, а готовый помочь в этой нелегкой борьбе, она всецело ему доверяется. Ей больше незачем игнорировать и скрывать свой взгляд перед мальчиком, поскольку, взвалив на себя слишком много ответственности, она проиграла Гендо в этой битве. Этого она могла избежать и в третьем ребилде, если бы она отпустила свои переживания в прошлом и не отталкивала Синзи своим поведением. Однако мы понимаем, что иначе не могло сложиться для них обоих, поскольку они пострадали от своих родителей прямо или косвенно. Даже несмотря на попытки прибить Синзи перед тем, как он будет пилотировать, Мисато настаивает на своем, даже будучи подстреленной Сузухарой, что говорит о признании своих ошибок перед Синзи и о полном ему доверии. いいのよ、シンジ君。14年前、あなたがエヴァ初号機に乗らなかったら、私たちはその時すでに滅んでいた。だから感謝してるの。その結果、ニアさんが起こされたとしても。После чего происходит очень теплый диалог, где перед прощанием Касураги передает наставление Кадзи, а Икари-младший же поделится своими впечатлениями о Рёзе-младшем. Ей явно не хватало времени, чтобы встретиться и поговорить со своим сыном вживую, лишь фотографии давали непрямую связь с ним, поэтому это так греет ей душу. 必ずサポートする。頼むわ、シンジ君。И помимо полноценного воссоединения с Синзи, она принимает для себя единственное, но смертельное для своей жизни решение – создать и доставить лично мальчику новое копье, чтобы предотвратить безумный план Генда. Не без помощи оставшейся команды, естественно. Такое стремление говорит ярче слов о том, насколько ее воля стремится не уничтожить ненавистный нерв Изилли, которые пустили мир по одному месту, а передать остальным, и Синзи с Рёдзи в том числе, шанс жить в мире без угрозы, навязанной извне, без Ев и ангелов, и без ударов, изуродовавшие планету. С детства ее терзали воспоминания о втором ударе, утрата отца и горькая правда о его планах. セカンドインパクトと引き換えに自らの仮説を実証した君の父上桂木博士の提唱した人類補完計画だ。 А в взрослом возрасте она неосознанно исходила из мести неизвестным противникам за произошедшее в прошлом. それに、使徒殲滅が私の仕事です。仕事？支援でしょ？あなたの使徒への復讐は。 А также в течение 14 лет вела заранее проигранную войну с коварным противником, из-за которого у нее отняли любимого мужчину и возможность воспитывать своего сына. Это не давало ей какого-то умиротворения. Но в этот раз Мисато отбрасывает свой образ сурового капитана, чтобы искренне помочь своим родным. Единственное, о чем она сожалеет, лишь то, что не провела с Рёзи много времени. お母さん、これしかあなたにできなかった。ごめんね、りょうじ。 ありがとう、美里さん。 Изначально позиционируя ее в первых минутах как не очень ответственную и легкомысленную девушку, в течение всей тетралогии она раскрывается с иной стороны, как в положительном ключе, так и негативном. По многочисленным намекам можно сделать предположение, что за таким высоким профессионализмом стоит действительно что-то личное и мотивирует ее дальше продвигаться в роли тактического планирования. Но эта деятельность не слишком позитивно сказывается на повседневной жизни вне работы. Если прямо, то это гипертрофированная компенсация за высокую продуктивность, переданная в виде крайней степени беспорядка, который позавидуют некоторые питерсы, и ее лень после долгой работы. Помимо своих отличительных качеств в плане внешности и планирования, Мисато склонна отдаляться от близких людей, но при этом она все еще испытывает к ним чувства, когда она пытается найти поддержку, но об этом открыто никогда не скажет. Вставлю сюда небольшую ремарку. Интересно то, что при разборе фильмов можно заметить, как отношения между Мисато и Синзи двигаются по параболе. Если с самого начала первого фильма у них не было ничего общего, кроме зацепки с Daddy Issues, то под конец Касураги полностью доверяет пилоту, не идя на уступки с командующим. Во втором же фильме взаимосвязь обратно пропорциональная.
Чем дальше события развиваются в худшую сторону, тем отстраненнее в физическом и духовных смыслах они становятся. В третьем и четвертом ребилде происходит схожее, причем в сравнении с оригиналом, тамошняя Мисато до такой крайности не доходила. Девушка была занята тайным расследованием истинных целей в Нерв и стоящей за ней Дилли, а к натянутым отношениям они пришли лишь к Еое. Здесь же это отдаление усилено целым рядом факторов, что и сделали из нее ту, кто была в третьем ребилде, почти сравнявшаяся с Гендо по холодности. К слову об этом, не единожды ребилды стараются проводить параллели между ними двумя, подчеркивая их холодность и безразличие к Синзи. Но в отличие от последнего, Мисато все еще обладает привязанностью к живым персонажам, в то время как Икари-старший безрезультатно пытается вернуть умершего человека, а ближайшего родного сына рассматривает не более чем инструмент по осуществлению своих целей. Но они оба признают за собой неправоту при встрече с повзрослевшим Синзи, который хочет помочь потерявшимся в этом мире близким. Подытоживая, Мисато в ребилдах даже в рамках ограниченного хронометража остается занятным персонажем. Пережив многое и взвалив на себя огромную ответственность за мир, она была как и расчетливым командиром, так и неудавшейся мамой, но все же пожертвовала собой ради возможности двигаться дальше для родного и приемного сына. Поступок достойный уважения. Мисато, как и остальные персонажи ребилда, хорошо нам демонстрирует, что всегда нужно быть в гармонии с самим собой и не стыдиться просить помощи в трудный для себя момент. Не стоит переутруждаться и пытаться осилить неподъемное, как и не следует отстраняться от родных и близких в этой самой работе, иначе вы слишком поздно об этом осознаете. Так что желаю вам быть более благоразумным и не делать того, чего вы сами не захотели. А с вами был Кирилл Эчев, покидая просторы Ютуба на неопределенное время.